Так, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях очаровательная Ксения. Вот эту очаровательную Ксению я вылавливала год. Вот сегодня мне повезло. Она красиво, сексуально оделась, но она закрылась. Представляете? Ну ничего, надеюсь, в следующий раз... Откроюсь за деньги. Да-да-да, она откроется за деньги. За чаевые, если вы нам перешлете. Какие чаевые у меня прайс? Прайс. Ну все, ну значит, по прайсу будем жить. Ну, Ксения, расскажи немножечко, вот как тебя сюда занесло, вот у каждого своя история же, да, ну? Я себя сейчас почувствовала, как на экзамене, знаешь, такая заволновалась. Ты когда шла, не волновалась, Ну, думала, все хорошо, что там волноваться, о себе же будешь говорить, все любят о себе говорить. Да, ты так красиво. Ну, когда ты спросила, я такая, типа, Да, покраснела, давай. конечно, я волнуюсь. О себе. Я приехала сюда в предкоронный год. Это был какой? 2018 или 2019? Да, сама не помню, слава богу, Вот не помню. где-то за год до короны мы летом приехали с шоу-балетом. С девочками психанули, нашли контракт, приехали танцевать, обрадовались, погода классная. Психовали, конечно, первое время. Знаешь, Почему? наверное, Почему? у всех такая реакция, когда приезжают, начинают грязь видеть. Знаешь, вот этот мусор, срач, все неорганизованное, все плохое. Это мы сразу начали видеть. Но потом со временем как-то научились перестраивать свои глаза. К чему это я вообще вела? Ну, к адаптации, ты рассказала, как проходила адаптация, да. Но что мне первое бросилось в глаза? Была жара, кстати, прям июль был, мы в самое пекло залетели. Ты что? Что, кот там что-то ест? Нет, я тебе говорю, да ты что, ну? Да, мы залетели в самое пекло, и, конечно, это было стрессово. Плюс в этом пекле надо было еще и танцевать по 2-3 шоу в день. Это вот так. Зато были плюсы. У нас был бассейн в отеле, и я похудела классно на этой жаре, танцуя по 3 шоу в день. В общем, я была очень довольна жизнью. Плюс Хабиби ходит с подушками. И плюс я обнаружила здесь... Прям откровенно мы разговариваем? Или как? Ну, Я так, откровенно разговариваю. 18+. Хорошо. Ну, плюс к тому, по сравнению с Казахстаном, Павлодаром, я обнаружила, что я очень востребована здесь на рынке невест. Ну, то есть столько женихов сразу появилось, столько мужчин. Мне самооценка начала вверх ползти. Я думаю, как хорошо. Не, подожди, как ты же красивая, а они там что, слепые в Казахстане? Они женатые, они не слепые, понимаешь? Да, ты рассказывала, что ты там, они вышли замуж, подружки, а ты была занята это время, Ну да? да. Как-то вот так сложилось. Я поняла. А тут как песка их так много, да? Слава богу, да. Да. Поэтому самооценочка начала вверх ползти. Я думаю, в Павлодаре холодно, работы у меня там нету, женихов нету. Думаю, чего я туда поеду назад? Правильно. И как-то так и осталось. Молодец, молодец. Я тебе прям сейчас самую искреннюю версию выдала. Не ту, которую официальную я всем рассказываю, а прям самую искреннюю. Нет, дело в том, что, знаешь, ты сказала, как думает большинство, просто большинство молчат. А мои подписчики привыкли, что я искренняя, и очень любят искренних. Вот они тебя тоже полюбят. Да, Бог любит меня. Мы расскажем, чем Ксения занимается немножечко позже, чтобы вы досмотрели до конца. А потом вот... Ну, расскажи, чем ты тут занималась вот в начале. Мы приехали танцевать в шоу-балетом, мы так и протанцевали, наверное, 6 месяцев или 7. Но потом у нас закончился контракт, и нас отправили домой. И знаешь, что? Случилась корона. Как Шикарно. раз нам повезло вылететь до короны где-то за недели 2 или 3. И вообще здорово. Ты осталась тут на корону, да? Нет, я в Казахстане все это у мамы на маминых пирожках переживала корону. Вообще шибко повезло. А потом сюда вернулась, Ну, да? у меня здесь остался возлюбленный, я влюбилась, у меня отношения, там любовь, все дела начались. Да ты что? Да, и мы там на телефоне всю дорогу, всю корону, 7 месяцев я не могла вернуться, всю рейс не могла никакой найти. И вот на первом, который самый комфортный был, и вернулась. Ой, такая красивая история любви, да. А потому что, знаешь, почему я так люблю историю любви? Потому что мне нечем похвастаться, я тут вообще... У меня несколько, возьми, хвастайся моими. Да ты что? Так давай будешь каждый раз рассказывать. Давай. Ой, у меня этих историй, знаешь, хватит. Ой, у нее такие красивые платья есть, я видела. Говорю, вот это одень, вот это. Она оделась как будто бы на первое свидание.
как элегантная леди. Ну, типа не показывать всё Не всё сразу. Да. Не все сразу. Так что следите за каналом, подписывайтесь. Будем показывать более откровенные наряды. Да, у нее так много всего красивого, она вообще такая огонечек. Так, что-то у меня так было много вопросов, ты меня так очаровала, что я сама забыла, представляешь? Ты мне скажи, пожалуйста, а ты вот, ну, друзья, там все как бы к тебе приезжают? Слушай, бывает тоска? Вот тоска. Не-не-не, ну что... По дому-то? Ну вот, ну что-то вот тебя огорчит или что-то, вот тоска. Ну, ты имеешь в виду тоска вообще, в общем, в жизни? Конечно, бывает. Не-не, ну понятно. Или тоска по дому? Не бывает. Не бывает, да? Ну, бывает, знаешь, друзья? какая тоска бывает, когда какая-то музыка заиграет. Ну это да, Или да. такая, или вот такое что-то наше из Да, детства, да, или да, фильмы смотришь, и вот повернешься на своего жипинского мужика, а он не понимает эти приколясы из этого кино. Или по какой-нибудь сгущенке там скучаешь, или что-то такое. Ну, в общем, какие-то очень локальные штуки, а так нет, в основном я не скучаю, сейчас вся моя жизнь здесь. Я не скучаю. Иногда хочется пройтись, конечно, по набережной Павлодара, Да? но редко. Мгм. Редко, всего лишь каждое лето, каждую весну и каждую осень. То есть у тебя, получается, адаптация прошла на ура, потому что у тебя был мужчина, да, появился? Нет, не поэтому. Адаптация у меня прошла тяжело, так же, как у всех. Она тяжело проходила. Что именно тяжело? Слушай, тяжело в плане, когда ты приезжаешь, ты выходишь замуж, и у тебя нет работы, и ты не ходишь на улицу, и ты не ассимилируешься, ты не впитываешь культуру. Я считаю, что мне повезло очень сильно. У нас здесь есть сальса-комьюнити, очень крутое. Сальса? Сальса-комьюнити, да. И мне повезло, что я ходила на классы в это время. Это было единственное, знаешь, отдушно. Муж работал. Я постоянно по дому там. Дом блестел, потому что у меня было много энергии, много свободного времени. Но что мне помогало отвлекаться, так это сальса. Я там знакомилась, кайфовала, танцевала. Потом вечером на вечеринки ходила. И это очень... Мешает, да? Звук? Не мешает. Хорошо. Было бы удивительно, если бы они там не сели. Они очень любят внимание и садиться в камеру. Угу. Это как мухи, да, на мед? Если... Да. You will be in YouTube. Надо сказать им, что они будут в Ютубе. Ну что, они захотят пересесть? О, ушли. В общем, мне помогло ассимилироваться, когда я начала учить язык, с продавцами в овощном магазине дружить, знаешь, это смешно рассказывать им на моем смешном арабском названии их продуктов. И сальса-комьюнити очень сильно, я не буду брехать, это действительно было очень сильной поддержкой, опорой. Плюс я тогда нашла подруг, мы с этими подругами уже не ходим на эту сальсу, подруги до сих пор есть, к счастью. Есть, да, хорошие подруги, с которыми дружите давно, да? До сих пор, да. Вот сколько я здесь, столько мы уже и дружим практически. Шикарно. Да. Шикарно. Видишь как? То есть, а сколько вообще вот такой длится период адаптации? Потому что часто спрашивают в Ютубе. Можно я немножко поумничаю? Давай. Я с психологом своим разговаривала изначально, и она говорит, тебе для адаптации в среднем человеку нужно от года до 3 до полной адаптации, чтобы ты уже все комфортно себя чувствовала, все нашла. Знаешь, важно найти своего нейл-артиста, своего парикмахера, там, то все, вот такие штуки. Ну и плюс друзей и работу. Вот тогда ты все точно. Ты уже знаешь, где что достать, не нервничаешь, не стрессуешь, ни из-за чего. Я поняла. Я думаю, что вот так, по сути, и получилось, что вот прошло это время, и я себя чувствую здесь, как будто здесь моя жизнь. И если я сейчас уже вернусь туда, то это будет снова адаптация, стресс снова. Да, слушай, ты права, и психолог прав, и так и есть, Дай Бог ей дорогая. здоровья моему Я по психологу. себе чувствую. Шикарно. Так Ты что сколько уже здесь? 5 с копейками. Ты уже полностью адаптировалась? Да. Помню, как я бегала с квадратными глазами, знаешь. Тем более, если у тебя нет мужчины, нет опоры, это вообще страшно. A few moments later. Ксения, ну расскажи зрителям, где твой муж, что-то вот... Обделся груш. Объелся груш, да? О, ну так... Так, мы расстались. Как вы расставались? Легко, тяжело? Ой, там такая история, ёшки. Слушай, а вообще с египетской мужчиной можно легко расстаться? Ну, легко. Вот сесть, поговорить 5 минут и все, да? Да. Есть такие, да? Да. А. Ну, не 5, конечно, минут.
Не 5 минут. Кого-то за 5 5 минут месяцев. с кем 5 расстаться. месяцев. Я такая сказала, с этим мужем мы тяжело расставались. Как будто у меня их было там, знаешь, там раз, два, Ну, восемь. вы остались друзьями, общаетесь? Слушай, прошло много лет, он, конечно, потрепал мне нервишки вот в тот раз. Мы тяжело Это расставались. любимое дело, их трепать нервишки. Это правда? Ну, не всех, конечно. Но вот я люблю найти... Я специалист по нахождению таких мужиков, которые любят меня поучить жизни. Ну вот мы с ним тяжело расставались, он меня тяжело отпускал, там где-то нелегко ему было, и мне тоже. Но через несколько лет, сейчас я могу сказать, 2 года прошло, как мы расстались, или 3, сколько? Сколько-то прошло, и сейчас мы уже спокойно, по-дружески можем сесть, попить кофе, пообсуждать, и я могу сказать, что мы близкие люди, потому что я знаю его семью, и, ну, я скучаю по ним, нам много планов, которые он строил, сейчас выполнил. В общем, я могу сказать, что мы друзья, наверное. Ну, так это шикарно. Да, но это был длинный путь, знаешь. Я мудрела все эти годы, он там что-то осознавал все это время. Слушай, ну это очень важно осознать. Знаешь, когда ты осознал, то ты движешься вперед, понимаешь, осознать. Да, согласна. Ну, у меня, слава богу, каждый следующий мужик после него был все психологически все лучше и лучше, все здоровее и здоровее. Это для Египта версия номер 1. Я думаю, что скорее это скорее стало отражением моих каких-то психологических изменений, что я уже не подпускала, ну, просто в мое поле уже не поступают в мое поле, Не уже попадали. какие-то дурные мужики, знаешь, Мгм. я уже на расстоянии метра их узнаю, такая, ага, придурковатый, не надо. Это шикарно, это шикарно. Но это долгая работа была. Ну, понятно, Долгие сессии терапии с психологом. Серьезно, да? Мгм. Да, Тут работала или где? онлайн. Слушай, а скажи, что вот это нужно, проработка себя. Конечно, нужно. Я сейчас учусь на психолога именно потому, что я сама прорабатываюсь, и я хочу помогать людям. Серьезно, да? Ты онлайн Мгм. учишься, да? Да. Ну, я со своим психологом на связи, конечно, она мне тоже много помогает в чем. Что там по учебе, непонятно. Ну, понятно. Я думаю, тут непаханное поле вообще для психотерапии. Где я? В Египте? Да. Очень многим людям нужна помощь, поддержка, себя понять, осознать, какие-то свои реакции научиться почему? отслеживать. Потому что... Потому что здесь этого нет. Потому что наши люди этим занимаются уже в течение нескольких лет. Психотерапия более популярной становится. Вот уж чего я не планировала, так это про психотерапию говорить, любимая. Не-не-не, хорошо, Но интересный подожди. поворот разговора, да? А как ты будешь проводить психотерапию, допустим, с египетским мужчиной? или женщиной? Нельзя, я думаю, будет проводить с другим менталитетом Вот. психотерапевту, как мне. Но всегда ты можешь использовать какие-то коучинговые трюки. Например, с многими моими мужчинами, не с многими, а с мужчинами, с которыми я встречалась, или с моими друзьями египетскими, всегда можно задать вопрос, который приведет его, направить его, знаешь, задать такой вопрос, который заставит его подумать туда, куда тебе надо. Ну, понятно. Или, точнее, куда ему надо подумать. Да. Ну, шикарно. Так, а что, я люблю психологию люблю. говорить. Ну, вот видишь. Но это мы поговорим в следующий раз. Сейчас мы говорим о Ксении. Ну, Это так я. вот, Это тоже да, я. это тоже она. Красивая женщина, танцует, поет, сексуальная, спортивная. В общем, на все случаи жизни шикарная. На все случаи жизни женщина. Язык подвешен, а психолога учится. Мне, как всегда, везет с чудесными людьми. С И умными, мне. сексуальными. И мне везет. Ну вот расскажи, как ты попала, вот, скажем... Как К Столиту? Не-не-не. Костолита у нас тут Как ты рядышком, да. попала к Столиту? Как ты попала в свою сферу? Как ты стала певицей? Вообще классно. Помню, ты мне говорила, что тебе помог тот мужчина, да? Да. О. Короче, я, считай, я собралась замуж, там, думаю, что я буду дома сидеть, что ли? Мне же хочется чем-то заниматься и для души, и для удовольствия, и для денег. Это первый раз тут ты собралась? Но танцевать, да, но танцевать я уже не Он тебя могла. отпускал танцевать? Вот. Танцевать мы договорились, что я не буду, потому что уже не камильфо, знаешь, для египетской жены там жопой голой трясти. И я такая, ну хорошо. Да мне там уже было, знаешь, такой возраст, что я готова была менять. Да, ты уже научилась танцевать. Я уже думаю, ну ладно, могу и не танцевать, но надо что-то другое. Да. А я с детства, помню, мечтала, видела себя вот на сцене в красном пайеточном блестящем платье, все, ничего не вижу, только этот образ вижу, знаешь. Но мне там мама быстро крылья подрезала, как у нас водится у родителей, это сложно, тяжело, давай не надо. Я думаю, ну не надо, так не надо. Ну, короче, где-то, когда я вернулась в Корону домой, мы начали с психологом работать о том, что чем бы я хотела заниматься для души. Я говорю, ну петь, вот бесплатно и бесконечно я могу только петь, знаешь, мне только дома хожу, ору, там всегда.
В общем, я люблю петь. А ты где жила тут? Но в Солидаре. В Солидаре, да? Да. Мгм. Но я не решалась, потому что думала, ну какая из меня певица, блядь? Я там простая девочка. Певицы для меня это какие-то люди, там, о боже, талант, дар, там, сумасшедшие какие-то способности. Это для меня вообще недостижимая величина была. А тут хобби уже на сцене каждый день. Представляешь? Ну-ну-ну. И он мне помог подробнее рассказать или... Как хочешь. м, Это... Ну, короче, я не верила в это, и он говорил, давай, Да давай, ты давай. что? То есть он Я- хотел свою любимую женщину видеть на сцене. Да. Смотри, какой. Ну, знаешь, мы к тому времени уже начали подходить к тому, что нам пора расставаться, потому что нервы были уже вымотаны. И он хотел сделать так, чтобы я была в безопасности финансовой, чтобы у меня была работа, чтобы меня оставить, и он себя чувствовал без чувства Мужчиной. вины. Да. Мужчиной, потому что как бы он заботится. Что он обо мне позаботился, да. Да, да. Вот это шикарно, И он меня кстати. пристроил моему менеджеру, с которым я по сей день работаю. И вообще, мне очень повезло с моим менеджером. Он терпел мои экзерцисы, мои первые самые выступления. Он получал комплейны. Он вообще встревал за меня. Ему там поступали жалобы, что у меня странный репертуар. Думаю, боже мой, так неудобно. Но сейчас уже жалоб меньше, как бы комплиментов все больше. И, в общем, он... не пожалел мой менеджер. Мой бывший вообще довольный, что он подтолкнул меня на эту дорожку. А я счастлива, потому что я имею работу моей души. Я считаю, что это твое предназначение и счастье. Петь. Да, да, Это да. кайф. Нет, ты Я очень рада. гармонично смотришься, я наблюдаю за тобой. Вот прям ты на своем месте. Вот Спасибо. я это так ощущаю, ты на своем месте. Я рада. Ну, молодец, поздравляю. Это как бы, да, самое большое найти себя, правда же, да? Я думаю, да. Ну. Ксения, скажи, пожалуйста, с кем ты ближе, с папой или с мамой? С мамой. Мгм. С папой мы даже не беседуем. С мамой так. С мамой, да? Ну, это хорошо, когда теплые отношения, кстати, такие. Да. Я, на самом деле, всегда восхищаюсь, когда с мамой теплые отношения. Я То тоже. есть она такая у тебя подружка, да? Нет. Ну, Она у меня мама. мама, да? Я поняла. Ну, вы так доверяете, ты можешь мне что-то рассказать? Слушай, я какие-то там жизни, как это, какие-то самые актуальные факты из своей жизни рассказываю. Там женился, родился, поменял квартиру, вот такое вот. Но в основном душевные разговоры мы не ведем Душевный разговор у тебя с кем? с подругами, С подругой? психотерапевтом, Ага, кстати, да. слава богу, с любимым, А что, с ним можно поговорить? слава богу. Иначе зачем он На мне? английском языке, да? Не Да. тяжело так вот объясняться на английском? Первое время было тяжелее. Я То думала, это невозможно свою душу передать и свои переживания на Вот скажи. английском. Он такой сухой и такой не русский. Ага, ага. Но сейчас уже, да. У тебя сейчас есть мужчина? Намечается, да? Да. Выбираешь. Ну, типа того. Ну и все, отлично. Хорошего у тебя выбора. Смотри, то есть получается, одни люди, когда ты рассказываешь свои какие-то моменты, там, душевные, свои там переживания, свои там, может быть, какие-то моменты такие, ну, серьезные, одни люди потом учитывают это, что вот в эту сторону нельзя пойти, потому что тут Ксения, ну, это у нее, скажем, слабое место, туда лучше не идти. А нарушенные люди с нарушенной психикой будут этим пользоваться, понимаешь? Мгм. То есть вот этими слабыми местами. Поэтому, если ты могла мужчине рассказать, это уже означает, что он не психопат, а нормальный. Сказала Виктория, специалист по психопатам в Египте. Я пока единственный специалист по психопатам, так что обращайтесь. Так, теперь следующий вопрос. Слушай, я забыла следующий вопрос. Я тоже не А, помню. вспомнила! Так хорошо беседовали. Как реченька речь текла. А теперь она забыла. Ой, точно, Ты точно. хотела спросить, Да, я что меня вспомнила. бесит в людях. Даже не так. Да, что бесит и когда ты заканчиваешь отношения, вот все. Вот что должно тебя настолько разочаровать? Что бесит? Меня бесит... Так, что меня бесит? Меня бесят высокомерные люди, которые не способны к самоанализу, которые себя не слышат и не способны там, типа, а так, что я сейчас делаю? Отследить свои мысли. Жадные люди мне не интересны, потому что я не такой человек меркантильный. Ну, мы все, наверное, Не, ну меркантильные. меркантильность для женщин это нормально. Для мужчин, кстати, тоже. Да, да. Ну, вот, что еще? А еще самоуверенные. Самоуверенность, да? Я так не умею, вот они меня и бесят. Но почему? Ты очень уверенной кажешься. Ну, не Почему? сама. Наверное, можно еще добавить.
Не-не-не, ну это Что такое еще дело. меня бесит? Вот ты Бесит меня описала что? нарциссов только что. Да? Самоуверенные, это ладно, самоуверен. Вот это у них самоуверенность, высокомерие, везде будет толкать. Я их, знаешь, как давлю? Я вот... Подожди, нарцисс это скорее тот, кто игнорирует твои чувства, Не-не, так который они не слышит игнорируют. тебя и игнорирует Так их. они игнорируют. Эти придурки, у них целый набор всякого Но дерьма. эти люди, им нечего делать в моей жизни, потому что я очень... А какой обмен вот с этими людьми может Никакой, быть? они ничего Поэтому не могут давать. мне неинтересно с Они ними поглощают, знаешь, они тебя никогда не похвалят. Вот что ты чувствуешь, когда я тебе там говорю, ты красивая, сексуальная, Я Так- чувствую, как кошечка, которую погладили. у тебя такая грудь красивая, у тебя такая фигура женственная, Виктория влюбилась. талия, бедра, у нее очень красивая фигура, сейчас увидите. Вот что ты чувствуешь? А я тебе, кстати, искренне говорю. Вот, то есть я вот очень искренне, вот, ну, допустим, вот, у меня совершенно другая фигура, да? Я работала с женщинами, я очень искренне говорю, с меня бы получился хороший мужчина, правда? Мужчины, я могу организовать Курсы, как быть нормальным мужиком. Да-да, в Египте записывайтесь, будет дорого, сразу говорю. Вот, понимаешь, и как сказать, ну вот для меня вот не важно, мужчина-женщина, для меня важно, чтобы вот было, знаешь, вот эта человечность, набор, интересный человек, хороший, и все. Есть деньги, нету деньги, это дело 25-е. Для Но меня если важно... это мужчина, лучше, конечно, чтобы деньги были. Ну это да. Вот эта человечность для меня номер один. Но если красивая женщина, то мне повезло. Я быстро на YouTube затягиваю. Целый год затягивала. Канал красивых женщин. Да, канал красивых женщин. Вот. То есть, понимаешь, я восхищаюсь искренне. Ну Некоторые классно, думают, «Ой». это же здорово. Да, и вот я, знаешь, я думаю так иногда, что люди будут думать. Я думаю, уже все привыкли ко мне. О чем думаешь? Ну вот как я восхищаюсь женщинами. Ну блин, это классно, если Скажи, ты умеешь классно. им восхищаться, это замечательно. да, я озвучиваю. Хуже было бы, если бы ты обесценивала, сказала, хуета, это твоя стрижка. Ну, или Да. что-то подобное. А знаете что, у Ксении плюс ко всем ее плюсам большим, у нее еще грудь стоит, без лифчика находит. Представляете? Она решила не останавливаться. Да, подивиться моей она груди. там кофточка закрыла, там прелестные Всё места, но это понятно. вообще уникальная сексуальная женщина, ну это ладно. Приходите на ее концерты, приносите подарки, деньги, Деньги цветы, на лифчике. цветы, Чтобы Викторию не смущать больше. да, цветы засуньте деньги, записку о любви, ну в общем... Ключи от квартиры, где деньги лежат. Ключи от квартиры, в общем, все что Все в угодно. один букет. Да, все на концерты дарите, кидайте. Можете и мне там выделить Да, Виктории процент. тоже. Да. Хороший букет, в общем, сделайте нам с Викторией. Нет, мне другой букет, зачем? Какой тебе букет? А, другой? Не, мне не Хорошо. надо букетов, ладно, мне Ей деньги. тоже надо, она Деньги на кокетничает. онлайн-карту. Все. Слушай, где ты любишь завтракать? Бредди. Ну, так пригласи меня. Я тебя приглашаю. Приглашаешь, а кто нас повезет? Ты что начинаешь отношения портить? Я только Ну, пригласил, ты начинаешь портить отношения. Как будто бы это... Мы что-то придумаем, не Как переживай. будто бы это я телес, а не ты, да? Вот действительно. Так что А кто? А где? А сколько денег? это я тут... Понеслась Не, по так я раньше такая не была, ты понимаешь? Вообще на тебя как влияет. Ты понимаешь, в чем дело? Это вот я, когда какие-то деловые отношения с египтянами, они хотят с меня, сбагрить, а я такая по факту, когда встреча, во сколько, по факту. Да, так и надо. И я так с ними закрываю сделку, и что-то происходит, иначе бы ничего не было. Абсолютно, в этом плане а всеми так я надо вообще не чётко. А такая. то они начнут, это Бог раньше, Да, Аллах, ты там все дела. что? Я сразу, на самом деле раньше такая не была, я очень романтичная, но ты увидишь. В общем, в следующий раз мы вас приглашаем с Ксенией на романтическое свидание двух женщин сахал-хашиш. Да, будем обсуждать что-то романтическое, Романтическое, возвышенное. да. Сахаль, например. Напишите, будет ли вам это интересно, и еще будет ли интересно, если Ксения в следующий раз оденет какое-то более такое открытое платье, без лифчика. А у тебя больше мужчин или женщин подписчиков? 50 на 50. Ну ладно, мужчины, пожалуйста, напишите, интересно вам это или нет. Ну что такое? Женщин вряд ли это заинтересует. Почему? Не, у меня женщины тоже хорошие. Тоже они любят чужую женщин. грудь? Ну хорошо. И чужую грудь. Ну хорошо. Да, у меня такие женщины, они уже приучены к моим, в общем, выкидонам. Я тебе даже больше скажу, наконец. Знаешь как? Мне это пришла шикарная мысль. Королева поправляет корону другой женщине. Вот я очень об этом Настоящие забочусь. королевы поправляют Да. короны друг другу. Это я у тебя прочитала? А, у тебя, да? Вот. То есть я очень забочусь, чтобы со мной женщина была красивая, счастливая и довольная. Так что выставляю в YouTube. В
понедельник вечером Ксения будет в Ютубе. Ну, прощайся, скажи что-то им на прощание. Приятно поболтали, спасибо большое. Надеюсь, не последний раз. Да. Все, до встречи. В общем, пока-пока, да? Вот такое сердечко вам. Зафиксируйте. Обнимашка, целовашка и пока. Вот такая девушка у меня сегодня. Я сама балдею. Ну что ж, на сегодня все. С очаровательной Ксенией мы снова скоро встретимся. Ну, а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда очень много ценного. Пока-пока. До скорых встреч. Thank you.